Приветствую, друзья! Наушники от компании Zigat уже который раз будоражат не только сердца, но и умы продвинутых меломанов. Сегодня мы поговорим о их новинке – гибридной шестидрайверной модели Estrella, настраивать которую помогал сам Джей из Jay's Audio. Ну а внутри у них стоят два спаренных динамика и целых 3 арматурных излучателя производства Sonion и Nose. Причем на верхах тут именно Sonion, что просто потрясающе. О них и поговорим. Поехали! Коробка выглядит неплохо. Из важного на ней обозначен импеданс, составляющий всего 7 Ом, и общая чувствительность, равная 108 дБ. То есть какой-то простой на коленке сделанный усилитель может в фоне шипеть и привносить с собой различные артефакты. Но это, как говорится, не проблема наушников. В комплекте шел черный бокс, пара пенок и набор силиконовых амбушюр с желтым сердечником, качество которых меня, в принципе, полностью устраивает. Кабель тоже приличный, он гибкий, плотный, немного упругий, но главное с сопротивлением на каждый из жил всего по 0,16 Ома. Позже о нем мы еще поговорим. Чашечки сделаны из гипоаллергенной смолы с металлическим звуководом, комиссионным отверстием, направленным назад, серийным номером и очень интересно оформленной внешней частью. Тут сразу понятно, за что мы платим. При этом сидят они удобно, кожа приятна, ну и по цвету идет там легкая такая игра оттенков. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,6%, что просто замечательно. Фаза хорошая, а водопады на 30 и 60 дБ вы видите на собственных экранах. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 12 дБ с плавным таким заходом на середину, правильная по амплитуде область разборчивости, пик имитации ушной раковины, еще один чуть поменьше на псевдодетализации и максимально протяженные высокие частоты. Шикарная настройка, тут даже спорить не о чем. Слегка подчеркнули низ, но так все четко, гармонично и сверхаккуратно. Вот как это выглядит в сравнении с нашумевшими T-Audio Hype 4 и топовыми Yandin Moonlight. У нас чуток побольше прогиб на середине, зато лучше на самом низу, а в остальном тот же самый флагманский уровень. На слух все ровно, как я указал в названии. Модель дает просто широчайшее макро. Кто-то, конечно, похвалит их за большие сочные образы, предельно приближенную к нам сцену, масштаб и красочный, довольно взрослый характер. Но за всеми этими плюшками кроется и один не самый приятный нюанс. Это отсутствие непосредственно источников звука. К примеру, голос у них словно приходит отовсюду вокруг и занимает собой все имеющееся пространство. Физически это можно представить, словно мы вплотную подошли к огромной концертной акустике. Обычно такой эффект называется расширением стереобазы. Ничего прямо страшного в нем, конечно же, нет. Однако для игр такая модель точно не подойдет. Как и для какой-нибудь оркестровой или другой мультиинструментальной музыки, где важно не только насколько точно и изысканно рисуются текстуры, но и положение каждого из инструментов в пространстве.
В остальном же здесь отличный по своей глубине и динамике бас, объемная, четкая, практически живая серединка и открытые протяженные высокие частоты. Басы прекрасно согласовались с чисто арматурной серединой, ничего нигде не выпирает и особо не задвигается. Скорее наоборот, все идеально сбалансировано и очень гармонично. Сам звук же наделен легким аналоговым смягчением, небольшой бархатностью, акустически оправданным весом, глубиной и чуть ли не топовой вовлеченностью с эмоциональной выразительностью. К таким наушникам в пару можно вообще ничего не иметь. Такого звука и характера могло бы быть достаточно для всего. Да, если бы не нюанс с расширением стереобазы. Однако, может, именно поэтому у нас столь скромная для подобной подачи цена. Текстуры здесь просто феноменально выверены и до восторга изящны. Такое я встречал только в моделях за условные $500 США. Мелодика у них тоже буквально зашкаливает. Отличная артикуляция вокала, скорость, разрешение и разделение у инструментов. Да, ничего здесь не сливается в кашу. Есть разделение между левым и правым каналом. Просто точка, из которой, по идее, должен идти звук, увеличена раз эдак в 30. Что прекрасно подойдет для популярной и, скажем, рок-музыки, всего вокального, несложного, академического, акустического и клубного джазового. Не путать с современной клубной электроникой, с которой эти наушники вообще шедевральны. Бас тут качает до верха, без рези, грязи и всяких сибилитивных призвуков. На фоне их вот только рассмотренные нами Kiwi SK4 просто скучный жесткий сухарь. Какого-то особого усиления им, очевидно, не нужно. Тут скорее наоборот. Важно, чтобы источник имел около нулевое сопротивление на выходе. Иначе в фоне появится шум или иные эффекты от работающего усилителя. Итогом наушники Strella от компании Zigat неплохо выглядят, шикарно согласованы, а ЧХ просто топового уровня. Почти нет собственных искажений и абсолютно чистые водопады. Звучат они тоже впечатляюще, с отличной прорисовкой нюансов, глубиной, масштабом, объемом и максимально возможным вовлечением в материал. Текстуры на слух чисто изысканы, при этом им хватает и массы, и энергии, и динамической составляющей. Подача реально просто высочайшего уровня, как и баланс частот и те же скоростные характеристики. Но все это идет с прицелом на макро. То есть каждый источник расширяется где-то на четверть сцены, тем самым заметно смазывая позиционирование у инструментов и добавляя в звук элемент бесконечности и гигантизма всего происходящего. Соглашусь, это масштабно, эффектно и впечатляюще по своему воздействию, но накладывает свои ограничения. Мне их звук, честно говоря, понравился, однако он не под все жанры, точно не для игр или большого симфонического оркестра. К слову, родной кабель тут явно неспроста. Им, очевидно, пытались подправить ситуацию. Но он только чуть сжал сцену по бокам, все остальное оставив без каких-либо изменений. А у меня на этом все. Это была модель Zigat Strella. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра!